Привет, YouTube! Как и ранее обещал вам, хочу сегодня снять видео про динамичные сцены, как отрабатывает телевизор TCL 55 диагональ C745. Динамичные сцены в данном телевизоре, как я думаю, во многих будут отрабатываться в зависимости от качества контента. Сейчас я вам продемонстрирую пару роликов, ну, пару-тройку роликов, так скажем, в одинаковом разрешении и где включены все уплавнялки, и вы в этом убедитесь. Так, поехали. На примере фильма «Джон Уик», 4-я часть. Сейчас тут реклама проскочит. Я также хочу сразу небольшую ремарку ставить и говориться о том, что я контент снимаю еще без монтажа, с той целью, чтобы вы понимали, что я здесь ничего не колдую за кадром, то есть нету каких-то склеиваний кадров, там я не пытаюсь кого-то прорекламировать, я снимаю сугубо то, чем я сам пользуюсь. Вот. В данном случае телевизор TCL. Вот обратите внимание, вот посмотрите, как срабатывает уплавнялка в данном телевизоре. Вот, смотрим. Чтобы не отвлекаться, сейчас давайте вот эту сцену посмотрим динамичную. Вот посмотрите. И после этого я вам включу, покажу, точнее, настройки. Вот видите, как все плавненько, плавненько, все четенько, все показывает. Тут как бы подвисает, это не проблема телевизора, тоже сразу хочу заметить, это в зависимости от того, какой у вас интернет, или вот в данном случае агрегатор торрентов, это приложение, через которое я смотрю, вы уже сами, наверное, знаете. Вот смотрите, как уплавнялка работает, видите? Все четенько. Ну, тут подвисает. Я, кстати, недавно, когда готовился к этому видео, тоже, прежде чем его заснять, искал кадры. И вот в этих вот моментах тоже подвисало. Вот смотрите, как уплавнялка работает. Все четко. Вот, ну, на чем я остановился? Хотел сказать, что так как это агрегатор торрентов, он с разных серверов качает видео и демонстрирует нам картинку в данном случае. Поэтому могут быть подвисания, как видите, потому что это приложение не платное. Фильмы здесь бесплатные, как сами понимаете, поэтому такое вот качество может быть. Вот. В зависимости, конечно, в отличие, точнее, от платных ресурсов, таких как там Apple TV, либо там Ivi и так далее. Там, конечно, все получше, почетче, либо Кинопоиск, если вы будете смотреть. Там не будет таких там лагов, подвисаний, как здесь. В общем, я думаю, вы убедились, да? Не буду многословным. Как раз вот уже, видите, динамическая сцена закончилась. Вот, смотрите, настройки здесь вот такие были. То есть по умолчанию, видите, 1080p. Это Full HD разрешение. Так, дублирование Пифагор установлено, но не суть. Я хотел сакцентировать ваше внимание на том, что настройки у телевизора в режим кино включен, как видите. И вот они, уплавнялки, режим движения. Четкость движения включена. Вот она. Устранение размытости включено на 10, и устранение дрожания на 10. Динамического ускорения нет, я не включал, его не нужно включать для просмотра фильмов, только для игр. Ну, тоже не всегда пригодится. Так, что теперь еще хотел вам показать. Смотрите, есть еще один фильм, который, на примере которого я вам покажу то, что качество контента, качество картинки, демонстрируемое на телевизоре, то есть в конечном итоге, оно не всегда зависит, сейчас, секунду, не всегда зависит от телевизора. Вот он, этот фильм. Я ранее его уже включал. И сейчас я вам покажу, как будут тут скакать кадры. Вы сами в этом убедитесь. Сейчас, один момент. Я в двух разных разрешениях включу данный фильм.
И вы убедитесь в том, что даже несмотря на то, что сейчас вот включены все уплавнялки, контент будет скакать. Сейчас посмотрите. Вот как раз этот момент. Чуть-чуть назад перемотаю. Значит, сейчас, секундочку. Значит, смотрите, друзья, вот качество и озвучка. Вот у нас сейчас 1080p установлено, да? И смотрим. Вот обратите внимание, сейчас будут... Вот, смотрите, как подскакивают, видите, полицейские машины, перескакивают. Уплавнялки все включены. Сейчас еще будет дальше, смотрите. Еще будет пример. Еще сейчас автомобили движутся. Вот сейчас смотрите, как проскакивает. Видите? Уплавнялка не срабатывает, как видите, в данном фильме. Вот. Я на одном и том же онлайн-кинотеатре сейчас все включил, как вы, наверное, заметили. Разные фильмы. В данном случае разные фильмы. Разрешение фильмов одинаковое, но, скорее всего, тут проблема, наверное, в исходнике. Возможно, этот фильм может быть, ну, я не знаю, сжатый. Может быть, я не знаю, там раскадровка может быть там более, да, точнее, менее качественная, поэтому как бы картинка дрожит. Ну, сейчас еще хочу обратить ваше внимание на 720p, потому что когда перед тем, как снимал готовился, точнее, к съемке этого ролика, наткнулся на то, что при изменении разрешения на 720p, к примеру, картинка более гладкой становилась. Я не знаю, сейчас получится или нет. Ну, как бы, сейчас, значит, посмотрим. Сейчас один момент. Перемотаем. Так, секундочку. Так. Нет, сейчас на 1080 осталось. Давайте 720 включим многоголосый. Ну, пусть будет Джаскер, наверное. Давайте вот лос 4К, типа, на 720p, на 4К. Смотрите, как картинка плавная, смотрите. Вот, обратите внимание. Вот, смотрите. Вот сейчас проскочили машины, видели, какие они плавные были? То есть, вот, смотрите, какая плавная картинка. Смотрите, что творится в кадре. Смотрите, здесь тоже. Более плавно все. Заметили? Ну вот, это вам к слову о том, что я сейчас еще даже чуть ближе камеру поставлю и включу снова, и вы, чтобы убедились. Вот смотрите, сейчас режим, даже в зависимости от звука, ну, когда вы ставите, вот в данном случае в этом онлайн-кинотеатре, да, онлайн-кинотеатр «Зона» называется, если вы ставите 720p, например, разрешение, да, видео, и голосовое сопровождение, как видите, в данном случае многоголосый, видите, режим, и Лосфильм 4К SDR. То есть в таком формате, типа, этот фильм записан, соответственно, вы получаете сглаживание, то есть у вас в этом случае у вас срабатывает уплавнялка. Сейчас я перемотаю и чуть ближе вам снова продемонстрирую. Значит, смотрите. Видите, как срабатывает? Все гладенько. Сейчас дальше еще раз смотрим. Сейчас еще следующий кадр смотрим. Смотрите, плавненько. Плавненько все. Здесь смотрите, плавненько. Видели? Это в разрешении 720p причем стоит у нас фильм. Но, так, еще сейчас кое-что проверим. Один момент. Сейчас поменяем озвучку, и мы посмотрим даже в этом онлайн-кинотеатре. Возможно, будет поддергивание, потому что когда я готовился, даже в 720p при другой озвучке качество картинки было другое. Сейчас посмотрим. Ну вот, смотри, вот вам пример. Видите? Сейчас еще раз перемотаем. Ой, пардон. Все вылетело к черту. Извиняюсь. Значит, смотрим. Снова сейчас вам включу уже полноценно, чтобы вы убедились до конца. Сейчас, секунду.
Значит, смотрим. Так, один момент. Качество и озвучка 720p установлено у нас. Так, ну вот. Flarov Films 720p. Давайте Lost фильм поставим. Проверим. Нет, здесь более гладкая картинка. Ну вот смотрите еще раз. Да, давайте. Сейчас, один момент. Ну вот оно поддергивание. Вот смотрите. Вот смотрите. Смотрим. Смотрите, как дергается картинка. Видите? Заметили? Ну, опять же, друзья мои, речь сейчас идет о бесплатном онлайн-кинотеатре и о качестве контента, который... Вот смотрите, как дергается. Видите? Видите? Это все в 720p тоже дергается. Озвучку другую я включил. То есть, получается, в одном видео я сейчас вам снял обзор сразу и на динамичные сцены в фильме, и на то, как онлайн-кинотеатр бесплатный справляется с контентом, да? Ну, в общем, я думаю, вывод вы сделали, да, необходимый. В 1080p мы, конечно, тоже можем поколдовать, не знаю я, как тут сработает. Можем HD-резку включить, не знаю, получится или нет у нас более плавная картинка. Сейчас, один момент. Нет. Нет, секунду. Ну, тут даже, смотрите, есть, это называют еще, вот, смотрите, некий гостинг. Смотрите, как, вроде как, смотрите, уплавлянка вроде срабатывает, но смотрите, как все плывет, как мыло получается. Это, знаете, это, вот, смотрите, мыльная картинка, и опять же дергается. Вот, смотрите, еще раз перемотаем, ближе включу. Сейчас, один момент. Прогружается. Ну, вот они, огрехи, так сказать, бесплатных онлайн-кинотеатров. Конечно, было бы круто, если бы у нас у всех была возможность использовать платные кинотеатры. Ну вот, смотрите. Вот, значит, смотрите, где качество получше. Вот смотрите. Видите? Видите, как все плывет? Видите? Прям как будто призрачные тени, как некий гостинг. Это вот к слову о том, что некоторые у нас любители-умельцы, вот смотрите, смотрите, какой гостинг. Видите, картинка, видели как? Смотрите, дергается тоже, мылится. Это к слову о том, что у нас некоторые, к сожалению, люди, не разобравшись в том, в чем причины могут быть плохой картинки, начинают тут же, простите меня за выражение, обсирать телевизор, да, обсирать производителя телевизоров и так далее. Но это вот к слову о том, что вот такая вот, в общем, беда может происходить с картинкой, с изображением, когда вы смотрите разный контент разного качества, даже качество озвучки в онлайн бесплатном кинотеатре может играть роль, как вы заметили. Я думаю, этот контент получился очень качественным и, я думаю, информативным для вас и, наверное, в какой-то мере бесценным. Я только что сам себя оценил, свою работу, да? Вот, поэтому, друзья, у меня к вам просьба огромная. Оцените, пожалуйста, это видео своим жирным лайком, подпиской и комментариями. Как бы мне будет приятно услышать от вас комментарии, что вы думаете по поводу того, что я обнаружил и то, что я заснял для вас. Положительные, конструктивные комментарии приветствуются, конечно. Конструктивная критика приветствуется. Ранее говорил в одном из видео о том, что если будет какой-то срач в комментариях, либо негатив или еще что-нибудь, я буду банить таких подписчиков, либо просто комментаторов. Не пожалею своего времени, но буду это делать. Конструктивно, да, пожалуйста. Хотите что-то сказать, пожалуйста, никого не оскорбляйте, но говорите по делу.
если что-то там не устраивает или хотите что-то предложить. Также в комментариях, пожалуйста, пишите, какие вы бы хотели еще, чтобы я видео снял про этот телевизор, про настройки и так далее. Вот. Не забудьте поставить колокольчик, когда подписываетесь, либо если кто еще не подписался, для того, чтобы вам приходили оповещения о новых видео. Всем пока!